Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Я думаю, этот тест многие ждали уже давно. И в вопросе на следующий ролик он занял второе место. Поэтому я представляю вашему вниманию тест и лучшие сборки на ЛК-24. Я решил сделать обзор несколько шире, чем просто тест оружия. Мы сегодня также сравним ЛК-24 с очень похожим на него оружием по характеристикам и геймплею. Это, ребята, М4. После чего мы выясним, что же все-таки круче. Ну ладно, не буду томить, заварите себе самый вкусный чай или поставьте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. И вначале, как всегда, сравниваем главные модули по урону в цифрах. Видим главного нашего фаворита, это меткий стрелок ОВС плюс монолит в связке. Посмотрим на ситуацию в пулях для убийства, и то же самое, ребята, связка тащит единственным в своем экземпляре. Поэтому на основе этих данных сделаем с вами мета-сборку, супер-пупер на всех абсолютно дистанциях. Ну ибо эта штурмовка, она очень-очень точная, и есть смысл реально делать мету на всех дистанциях. Такс. Ну вот вам связка, собственно, меткий стрелок плюс монолитный глушитель. Далее, ребята, я для себя обрежу приклад и чуть позже объясню, что можно сделать вместо этого. Далее ставим лазер, вот такой на скорость прицеливания, чтобы была подвижность и точность в прицеле. И, собственно, ради скорости и перехода от бега к стрельбе ставим заднюю рукоять. Вот такая сборка, ребята. Я буду отыгрывать именно с такой сборкой, то есть с обрезанным прикладом ради подвижности и скорости перемещения, точнее прицела. Если у вас, ребята, реально проблемы с точностью, ставьте ударный приклад МИП. Тогда у вас будет и стабилизация, и горизонталка, и точность повышенная. И тогда все пули будут залетать ровно в точечку. Но тогда вы немного пожертвуете скоростью. Точнее, вы могли бы ее бафнуть, а у вас останется она нейтральная. Вот так вот, так будет правильно сказать. Так, я себе сохраню, назову ее сетевая игра, потому что для сетевых я буду гонять, еще раз повторюсь, именно с такой сборкой. И если у вас какие-то проблемы, еще раз повторюсь, тогда вы себе приклад ставьте на горизонталку и точность, будет мета. Теперь соберем, ребята, для КБ. Ставим на максимальную дистанцию, опять же, меткий стрелок и монолит по нашим исходным данным. Я буду отыгрывать, и именно я, ребята, с коллиматором, потому что в КБ, я не знаю, вот именно в КБ, ребят, не заходит коллиматор. Вот именно мне. Делайте, что хотите с этим. Вот мне вот так вот. Такс. Собственно, на горизонталку и точность, это главное в КБ, точность. И боезапас 50 патронов. Я сохраню эту сборку как КБ и буду отыгрывать, ребята, именно с ней. Почему 50 патронов? Потому что урон довольно маленький по сравнению, например, с калашом. И патронов на даль уже не хватает. Поэтому я люблю рашить, я разношу сквады обычно. И как бы я поэтому ставлю 50 патронов для себя. Вместо оптики можно поставить лазер вот так. То есть, если вам, допустим, вы играете от мушки, вам все норм, вам коллиматор не нужен и вы не любите коллиматор, ставьте лазерку ОВС, потому что будет точность и скорость прицеливания. Вместо боезапаса, я его сниму, я бы поставил какую-нибудь переднюю рукоятку. То есть, либо вот эту вот ударную переднюю, либо рейнджер, потому что там контроль вертикалки, но ее можно контрить, и там точность. То есть вот, но тут смотрите на минусы. Здесь минус скорость перемещения, да, а у рейнджера минус скорость прицеливания. Просто подумайте в КБ, что для вас, точнее, чем не так важно пожертвовать. Пожертвовать скоростью прицеливания или пожертвовать скоростью перемещения. И за счет этой передней рукоятки вы будете тащить. Реально. Можно поставить, в принципе, и заднюю на точность. Но, не знаю, ребят, там как бы один плюс получается и один минус. А здесь вы можете два плюса на один минус затащить. То есть как бы так. Так, давайте сравним самое главное с М4. И видим, что ЛК-24 уже ПХП тащит и нагибает М4 по всем фронтам. Давайте посмотрим на пули. И тут мы видим, что в голову, в принципе, ситуация такая же. А вот в остальные части тела ЛК-24 просто берет и нагибает М4. Давайте сравним по ТТК и будет все ясно. Сначала мы с вами скорострельность посмотрим. На 30 патронов. Из этой скорострельности мы с вами вытаскиваем расчет ТТК, time to kill, время для убийства. И видим, что в принципе ЛК-24 во всей части тела, кроме головы, просто нагибает М4. И она круче, чем М4.
Давайте посмотрим вот на перезарядку. Да, на 0,2 дольше ЛК-24 перезаряжается. Но это не так важно, в принципе, ну, 0,2 как бы. Давайте с вами по отдаче разбросу посмотрим. Вот так, я замедлил, ну вы уже, наверное, поняли по звуку там и так далее. Очень сильно замедлил. ЛК-24 тянет влево, М4 тянет вправо. ЛК-24 тянет влево больше, чем М4 тянет вправо. То есть у ЛК-24 отдача разброс чуть поболее, и нужно, значит, ее больше контролировать. Итак, ребята, командный бой, Нюктаун, контрольная работа. Скорость прицеливания на высоте. Отдачу я контролирую, смотрите, еще раз сейчас покажу, просто в ноль, просто в ноль. То есть по-другому никак это не скажешь, потому что, смотрите, ну это, ребят, это просто ноль. То есть на дальние дистанции, на ближние дистанции, вообще пофиг. Можно контролировать просто в ноль и сносить в щепки. Естественно, надо привыкнуть. И кому-то будет удобно отыгрывать с коллиматором, кому-то от мушки. Но вот я уже, ребят, вам показал и сразу скажу следующее. У ЛК-24 мушка отвратительная. Ну, то есть, мне вообще она не зашла. Она, вот как можно сравнить типа а-ля с Хабаром. У Хабара очень много всяких элементов в прицеле. Точнее, в мушке. И вот, опачки, уже минус. И у ЛК-24 точно так же. Вот зачем... Опа, еще минус. Нормалды. Слушайте, она очень точная. То есть, на дальней дистанции она прям вообще ее не задирает. Ее не дергает какие-то стороны, ее не ведет какие-то там право-лево и так далее. Абсолютно точное оружие, офигенное. С единственным минусом это низкий урон. Но он компенсируется именно такой точностью, прям стрельбой в одну точку. Куда хотите, туда и стреляйте. Так, там снайпер, как бы, ну, против снайпера, который просто стоит там в прицеле, да, и отстреливается, ну, такое себе отыгрывать. Вот, смотрите, ребят, я просто стреляю тупо на даль в одну точку. Ну, чем вам не офигеннейший геймплей? Просто идеальная точность. Класс, ребят, честно, за точность ЛК-24 можно как и М4 поставить 5 с плюсом. Вот, прям, ну, у кого там 10-бальная шкала, типа, то десятку. Так, я его забрал, интересно? Блин, а я вот не понял, я того челика забрал или я сгорел и не успел его забрать? Блин, что-то как-то это... Я затупил и не успел как бы понять, так сказать. Так, тут везде дым нафигачили, напуканили по всей карте. Серьезно? Нормалды, нормалды. Оглушающая граната, обожаю. Обожаю. А, сам себя подорвал. Найс. Так только я умею. Серьезно, братан, с фениками? Типа лоб в лоб не перестрелять с фениками? Братан, нафига ты их тогда берешь? Если ты не перестреливаешь лоб в лоб. Опа, снайпера, кажется, вынесли. Нормально. Ребят, вот по точности прям, ну, очень круто. То есть мне нравится... Так, надо спрятаться. Ага, понял, принял. Так вот, по точности прям класс. Как М4. Примерно как М4 по точности. Да и не примерно, а реально как М4. Блин, сколько! Да господи, поймали просто на перезарядке. Я не успел того забрать и не мог из-за патронов. Блин, даже как-то стыдно, реально. Я прям рядом с ним был и как-то это... И просто не успел. Опа, все. То есть, ребят, надо выскакивать, я так понимаю, на префайре с этой пушкой, чтобы начать раньше стрелять, чем твой соперник. Ибо урон у пушки маленький, и ты заберешь противника за счет... ясно. Ясно. Вот, ты заберешь противника именно за счет точности. Потому что он стреляет в одну точку, и ты просто сбреешь его, как я не знаю. Если ты раньше начнешь стрелять. Если нет, то, например, АК-47 тебя перестреляет по урону, например. Вот. За остальные пушки не знаю. Ну, ППшки точно перестреляют. Тот же Русик, например, он прям 100% перестреляет. Так, ну чё? Блин, ну я не знаю, но с ней играть одно удовольствие. Бамс, все, забрал, ушел. Кто-то поменял респ, Понимаю, нормально. Поменяли респ, меня забрали в спину, потому что чел зарезался именно у нас на базе. Ясно, понятно. Так, ребят, давайте быстро глянем на счет, по-быстрому, чтобы посмотреть вообще что да как, сколько мы там настреляли, и пойдем уже в КБ.
Так, ага, нормально, нормально. Не MVP, но нормально, ребят. Все, в общем-то, мушка отвратительная, во всем остальном 5 с плюсом. Да, урон низковат, но точность прям на высоте, прям вышка. Давайте, ребят, сделаем КБ-сборочку. Ну, точнее, уже сделали, проверим ее, проверим. Так, взял, ага. Отлично, взял из ящика, значит. Взял нашу родимую, нашу родную ЛК-24. Посмотрим, что да как. Тут вокруг меня вроде много людей, вроде бы. И как бы надо бы с ними разобраться, потому что людей много, они бегают туда-сюда. ЛК-24 не совсем мощное оружие, но я, пожалуй... А ну сюда иди, я тебе броню вообще-то разломал. Сюда иди, говорю. Ну давай, ну покажись, ну. О-о-о. Нормально. Клайд, Клайд, а где твой Бонни? Клайд, где твой Бонни? Опа, Бонни убили в киллчате. Понимаю, это тиммейты, по-любому тиммейты. По-любому, либо соклановцы, либо это просто друзья, короче говоря. И, ну, по приколу, типа, Бонни и Клайд. Блин, а прикольно. А реально прикольно придумали ребята. Типа, Бонни и Клайд, реально прикольно. Так, короче, ребят, я уже сказал, что урон довольно низкий, и я буду вытаскивать скорее за счет количества пуль. Вот именно за счет 50 пуль. То есть, хоп, да, сбрил, и уже там потратил, там что-то мимо полетело, что-то в цель. И, в принципе, на игрока потратил довольно много. И поэтому здесь надо вытаскивать именно за счет количества патронов, ребят. Потому что, допустим, вы играете в Алькатрас, ну, по-любому нужно много патронов. Ну, прям по-любому, потому что вот на такую даль, смотрите. Господи, ну сколько ты будешь сносить его? Ну, когда ты уже его заберешь? Вот вблизи нормально. Ну, у него... он же без брони был. И у него было только 100 хп. Ну, понятно. А у того чела я разломал броню. То есть у него там была 2-я или 3-я, скорее всего. Не успел заметить. Вот. И, короче говоря, если чел будет в 3-й броне, 150 хп под адреналином, ну вы так долго будете сносить с ЛК-24. Ну, вы видели табличку, ребят. Там хп как бы... Сколько там? 24 хп на даль или 22 сносит. В то время как калаш 33 сносит. То есть вы просто представьте, допустим, если посчитать для ровного такого подсчета, да, 23 хп сносит на даль, а калаш 33, то есть разница в десятке на даль, то на 10 патронов, ребят, разница в 300 хп. На 10 попаданий 300 хп разница. Это 2 челика, ребят. 300 хп, это 2 челика вы заберете. Еще лишних с АК-47. Именно поэтому я обожаю прям... АК-47 как универсальное средство просто разламывателей, как разламыватель щей, разламыватель лиц просто, потому что, ну, на 10 патронов как бы, да, 300 хп это такое. А, подождите, на 10 патронов 100... О, ребят, все, математика у профессора захромала, все, я сейчас опомнился, понял. 10 хп разница на 10 патронов, то 100 хп, ребят, ладно. Забудьте то, о чем я говорил. В общем, где мой прибор этот... Опаньки. А, это свой. Я думал, все, я думал, поджариватель щей зашел. Я думал, сейчас шашлык будет из меня делать. Я уже думал, все, мне уже как бы хана. Я думал уже ролик заканчивать, ибо это была позорнейшая бы смерть профессора. Опа, двое. Тихо-тихо-тихо. А ну-ка. А, не успел. Да. Бонни и Клайд погибли просто мужской смертью. Просто героической смертью погибли Бонни и Клайд. Реально. Чел просто хилялся под адреналином и не успевал среагировать. Ну вот, ребята, количество патронов. То есть сейчас вытащила именно патроны, потому что если бы... Опачки. Хорош. Нормально, не ожидал парень. Думал, я буду крыситься и хиляться. Ага, а я тарашер. Я не крыси, я тарашер. Я просто зашел чисто хилку заюзать. Так вот, ребят, если бы не количество патронов, я бы их вряд ли сейчас забрал, Бонни и Клайда вот здесь. Вряд ли бы, потому что не хватило бы по урону. Да и если вы промазываете немножко, там какие-то патроны мимо летят, то, соответственно, нужно еще больше патронов вам. Так вот, ребят, короче, у меня должен быть прибор из «Люди в черном». Такой, чтобы щелк и память вам стереть. Ну, кто как бы смотрел «Люди в черном», это довольно олдовый такой фильм, тот поймет, о чем я говорю. Вот, короче, разница в десятку, поэтому 100 хп на 10 патронов. Но это все равно много, ребят, это все равно много. То есть представьте, челик под адреналином, например, да, и реально вы на, допустим, 4 попадания лишних, вот 4 попадания, вы 40 хп сбриваете. Ребят, ну 40 хп для челика это много, то есть для одного челика. Оу. Опачки, вижу на радаре.
вижу. Понял, принял, обработал. Но пока еще не зафиксировал, где он. Надо посмотреть. Опа, слышу, где-то здесь, где-то здесь. Вот, на 5 попаданий, ребят, это 50 хп получается. 50 хп это считайте как вот лишняя часть под адреналином. Ну все, вот мы избрили. Короче, ребят, мой вердикт. Пушка безумно точная, но тяжелая. Точная, но тяжелая. И маленький урон достаточно. Поэтому вместо М4 зайдет, потому что урон больше, чем у М4. ТТК выше, чем у М4. Поэтому вот так. Надеюсь, как всегда, годнота. С вас лайк, с меня годный контент. Всем пока-пока.